Приветствую всех! С вами Валентина Лыкина. В этом видео я покажу, как вязать вот такой многогранный узор. Для вязания вам потребуется любая пряжа с плоской нитью и подходящий крючок. Я в мастер-классе буду использовать трикотажную пряжу Бисквит. Ширина нити у этой пряжи 7 миллиметров. И крючок я выбираю для вязания номер 7. Можно применить и любые полиэфирные шнуры с плоской нитью, например, шнур карамель, ширина нити 5 миллиметров, и крючок к этому шнуру подходит номер 5 либо номер 4, в зависимости от того, какая плотность вашего вязания. Также подойдет и шнур карамель Дольче, ширина нити 4 миллиметра, и крючок я использовала для вязания из Дольче номер 4. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала, естественно, нам необходимо подготовить основу будущей корзинки. Она может быть любой формы и размера. Донышко может быть как вязаное, так и с использованием деревянной основы. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Я донышко связала, выполнила обвязку соединительными столбиками и подняла стенки корзины на один ряд, провязав столбики без накида по всему периметру данной заготовки. Все необходимые для этого мастер-классы есть на моем канале и находятся в соответствующих плейлистах. Ссылки на плейлисты я для вас оставила в описании под этим видео. Раппорт данного узора может состоять из 2 петель, из 4 петель, либо из 6 петель. Принцип вязания этого узора во всех случаях будет одинаковый. Разница лишь в количестве провязанных столбиков. И внешне на разное количество петель узоры будут смотреться тоже по-разному. Сейчас я вяжу достаточно большую овальную корзину, где выбрала раппорт узора в 6 петель. Иголочками выделила эту область, где располагается 3 столбика без накида и 3 столбика протяжки. Если мы будем говорить о раппорте на 4 петли, то у нас вяжется 2 столбика без накида и 2 столбика протяжки. То же самое и касается раппорта на 2 петли. 1 столбик и 1 столбик протяжка. В этом узоре всего лишь существует один ряд, который повторяется до достижения нужной высоты корзины либо другого изделия. И вяжется один подготовительный, который уже должен быть готов. Это один ряд столбиков без накида. Вяжем второй ряд и формируем узор. Все ряды я закрываю с помощью вспомогательной нити. И если вам знаком какой-то другой способ, то вы можете смело его использовать и в данном узоре. Выбирайте тот, который вам больше нравится. Перед тем, как вязать второй ряд, очень важно определиться с количеством петель в вашем раппорте. Для этого пересчитываем количество столбиков в первом ряду, и это число должно делиться на количество петель раппорта. Например, у меня 24 петли, и 24 делится на 4. Получается 6 раппортов у меня в этой корзинке будет. Это нужно учитывать для того, чтобы в дальнейшем не перевязывать. Формируем второй ряд, находим точку, где завершили предыдущий. Здесь располагается вспомогательная и рабочая нить. От этой точки поднимаемся наверх и попадаем на верхнюю петлю от столбика. Вводим крючок в ее центр, захватывая одну ниточку, и затем, подхватывая рабочую нить, вытягиваем первую рабочую петлю. Она не должна быть у вас перекручена. Ниточку, если это трикотажная пряжа, укладываем вот таким образом, чтобы видимая часть была всегда ребро изнанки.
Напомню, что раппорт узора в моем случае 4 петли. У вас может быть другой, 6 или 2 петли. Следуйте просто инструкции, которую я озвучивала ранее. Так как у меня 4 петли, значит я должна провязать 2 столбика без накида и 2 столбика протяжки. Первые 2 я провяжу просто столбики без накида за крайнюю стеночку от петли предыдущего ряда. В данном случае у меня сейчас рабочая петля, я захватываю рабочую нить и довязываю подъемный столбик. Таким образом я сейчас провязала первую петлю раппорта. Вторая петля раппорта — это столбик без накида. Я нахожу следующую точку основания, петля, в ее центр ввожу крючок с захватом одной нити. Подхватываю рабочую нить, вытягиваю ее на высоту рабочей петли на крючке, и эта петля не должна быть у вас перекручена. Захватываю рабочую нить и довязываю вторую петлю, столбик без накида. Первые 2 петли сформированы. Вяжем следующую пару, это 3 и 4 петля раппорта, где формируются столбики протяжки. Находим следующую петлю и опускаемся в основании столбика первого ряда, там, где мы его в прошлый раз формировали. Вводим крючок в основание, и с изнанки это вот таким образом выглядит. Захватываем рабочую нить, вытягиваем на высоту рабочей петли на крючке. Обратите внимание, что эта петля тоже лежит ровно и не перекручена. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик протяжку. 3 петля сформирована, вяжем таким же образом и 4. Опускаемся в основание столбика первого ряда, вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем на высоту рабочей петли на крючке, захватываем рабочую нить и довязываем столбик протяжку. Сейчас сформировано 2 столбика и 2 столбика протяжки. 4 петли раппорта. Переключаемся на следующий, и он повторяется таким же образом. Сначала мы провязываем за крайнюю ниточку от верхней петли предыдущего ряда первый столбик, затем в следующую точку второй столбик. Это вторая петля раппорта. Далее 2 столбика протяжки. Опускаемся в основание, вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем первый столбик протяжку, это 3 петля раппорта, и в следующую точку мы формируем второй столбик протяжку, это 4 петля раппорта. Сейчас у меня провязано 2 раппорта. Так я формирую раппорты до конца этого ряда, провязывая 2 столбика и 2 столбика протяжки. Когда вы формируете столбик протяжку, помните, что вот эта петля, которая у вас на крючке, она не должна быть слишком перерастянута. Поэтому, зажимая ее, можно тянуться вниз крючком, захватывать рабочую нить и вытягивать эту петлю наверх. На последней петле второго ряда мы закрываем его с помощью вспомогательной нити. Сейчас мне необходимо довязать еще один столбик протяжку. Я ввожу крючок в основание, захватываю рабочую нить и вытягиваю ее. Отпускаю рабочую нить и перехожу на вспомогательную. Захватываю вспомогательную ниточку и протягиваю полностью, вытягиваю эту нить. Нахожу первый столбик и второй столбик второго ряда. Под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек, ввожу крючок вот таким образом. Захватываю вспомогательную нить и протягиваю через основание. Теперь необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. Я переворачиваю и нахожу вот такую дужку. Вот она. Это задняя стенка от столбика. Под нее ввожу крючок и направляю крючок в центр петли, откуда вышла эта ниточка. Таким образом, на крючке сейчас 2 нити. Вот так это выглядит. Захватываем вспомогательную нить и протягиваем полностью через основание. Ряд полностью закрыт.
Вяжем третий ряд, и все последующие формируются одинаковым способом. В каждом ряду мы меняем местами столбики и столбики протяжки. Что это значит? Там, где мы сейчас вязали столбики протяжки, в верхней части, то есть в третьем ряду, мы формируем столбики. А в тех точках, где во втором ряду мы вязали столбики, в третьем ряду мы формируем столбики протяжки, перепрыгивая через один ряд, то есть второй. Находим ту точку, где мы завершили вязание, поднимаемся в верхнюю часть и смотрим. Здесь у меня провязан столбик протяжка. Значит, в третьем ряду я должна сформировать обычный столбик. А обычный столбик мы формируем за одну стенку петли. Я ввожу крючок в центр верхней петли за одну ниточку. Подхватываю рабочую нить и вытягиваю, провязываю подъемный столбик. Далее мы вяжем просто по рисунку. Смотрим на следующие петли, а здесь у меня во втором ряду провязаны столбики без накида. Значит, в третьем ряду мне необходимо сформировать столбики протяжки. Подряд 2 петли. Я пропускаю второй ряд и переключаюсь на первый. Вот они, 2 столбика. Я нахожу первый и в его центр ввожу крючок таким образом, чтобы по обе стороны были ниточки. С изнанки будет то же самое. Захватываю рабочую нить и вытягиваю ее. Помните, что вот эта петля не должна быть перерастянута. Захватываю рабочую нить и довязываю столбик протяжку. Переключаюсь далее. Здесь тоже мне необходимо сформировать столбик протяжку. Я ввожу крючок в центр столбика первого ряда, захватываю рабочую нить, вытягиваю, захват рабочей нити, довязала столбик протяжку номер 2. Далее у меня во втором ряду провязаны 2 подряд столбика протяжки. Значит, в этой области я должна провязать обычные столбики за одну ниточку от петли. Я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, провязываю первый столбик и в следующую петлю я провязываю второй. Далее опять у меня располагаются столбики во втором ряду, значит, я должна в третьем ряду сформировать столбики протяжки. По сути, здесь идет просто такое же смещение по рисунку, и раппорты всегда повторяются. Тоже 2 протяжки, 2 столбика, опять 2 протяжки, 2 столбика. Опять повторю, что здесь я должна провязать столбики протяжки. Я опять пропускаю второй ряд и переключаюсь на первый. В центр столбика первого ряда я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, провязываю первую протяжку и в следующую петлю формирую вторую протяжку. Вот таким образом необходимо чередовать до конца этого ряда. Третий ряд закрывается точно так же, как и второй, на последней петле. Здесь мы смотрим на предыдущий ряд, провязан столбик протяжка, значит, в этой области в третьем ряду я должна сформировать обычный столбик, что соответствует рисунку, который я сейчас провязывала. Я ввожу крючок в основание, захватываю рабочую нить и вытягиваю ее. Отпускаю рабочую нить и перехожу на вспомогательную. Захватываю и провязываю, вытягиваю эту ниточку. Нахожу первый столбик и второй столбик. Под верхнюю петлю между ними за 2 ниточки я ввожу крючок. Вот таким образом это выглядит. Подхватываю вспомогательную нить и протягиваю через основание. Теперь необходимо эту ниточку вернуть в ту точку, откуда она вышла. Я нахожу заднюю стенку от столбика и центр петли, откуда вышла эта нить. Вот так это все должно у вас выглядеть за 2 ниточки. Захватываю вспомогательную нить и протягиваю ее полностью. Четвертый ряд и все последующие вяжутся по рисунку, аналогично способу, который показала в предыдущих 2 рядах. Мы находим место, где завершили предыдущий ряд,
и петлю с лицевой стороны, с которой должны стартовать. Она у нас столбик без накида, значит в 4 ряду я в этой области должна сформировать столбик протяжку. Для этого я пропускаю 3 ряд и переключаюсь на 2. Вот он, 2 ряд. Я ввожу крючок в центр столбика по обе стороны ниточки, захватываю рабочую нить, протягиваю, вытягиваю эту петлю наверх, захватываю рабочую нить и провязываю подъемный столбик. Столбик протяжка. Смотрю на следующую петлю, здесь у меня столбик, значит я должна провязать в 4 ряду столбик протяжку. Я опускаюсь на ряд ниже и провязываю столбик протяжку. То же самое мы делаем со всеми последующими петлями. Далее у меня 2 столбика протяжки, значит в верхней части я должна в 4 ряду сформировать 2 столбика за заднюю стенку от петли, за одну ниточку. Провязываю первый столбик и второй. Следом у меня смена рисунка, и над 2 вот этими столбиками я формирую 2 столбика протяжки. По такому принципу мы провязываем все последующие ряды, закрывая ряд тем способом, который я показала ранее. Вяжите нужную высоту корзины, и для того, чтобы ее верхняя часть выглядела точно так же, как и основное полотно, необходимо в последнем ряду сделать следующее. Вместо того, чтобы вязать столбики за вот эту крайнюю стенку над столбиками-протяжками, нам необходимо формировать столбики в центр столбика протяжки, для того, чтобы с лицевой стороны вот эта линия не образовывалась. Мы вводим крючок в центр столбика протяжки и формируем столбик без накида. После я выполнила обвязку края соединительными столбиками, и на моем канале вы найдете целый плейлист, посвященный обвязке края. На этом данный мастер-класс завершен. Я надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые мастер-классы. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!